Айва поспела. Я неоднократно в своих книгах рассказывал и показывал, недавно повторял ролик о том, как готовят фаршированную айву в коканде. Но дело в том, что айва растет ведь не только в Узбекистане, не только в Средней Азии. Она растет еще и на Кавказе, в Азербайджане, разумеется, тоже растет айва. И там ее готовят несколько иначе. В Азербайджане готовят из айвы и из яблок долму. И сегодня я хочу приготовить ближе к азербайджанскому рецепту, нежели к узбекскому, но все равно я Сталик Хамкишиев, я не готовлю так же, как все. Здесь это будет немного авторское прочтение азербайджанской долмы в айве и яблоках. Что такое долма? На всех тюркских языках, практически на всех тюркских языках это слово означает одно и то же. Это слово означает, что что-то заполненное, насыпанное. Вот в Стамбуле есть дворец, который называется Долма-Бахче. Там сначала был сад на берегу моря, который там было болотистое место, которое просто засыпали землей. А потом на месте этого Долма-Бахче, засыпанного сада, насыпного сада, просто взяли и построили дворец. Поэтому он и называется Долма-Бахче. Чтобы нафаршировать айву мясом, курдюком, луком, еще кое-чем, разумеется, в ней сначала необходимо сделать соответствующее пространство, создать пространство. Ничего страшного, берете, ножичек и аккуратненько выковыриваете, ничего страшного. Останется оболочка небольшая, вот и будет хорошо. Вот эти семечки, разумеется, надо убрать. Внутренний вот этот сердечник айвы, разумеется, надо аккуратненько вырезать. Маленьким ножом, потихоньку, с подворотом. Можно взять чайную ложку и просто вынуть оттуда все, что вы выскребли, вырезали. Бывают вот такие выемки, очень удобные. Если у кого нет, то могу вам сказать, что это блюдо готовили и 100 лет назад, и 500 лет назад, когда таких выемок не было, а были обыкновенные ножи. И яблоки, и айва очень вкусны. Вот эти вот огрызки даже можно поесть. Это прелесть. Но они изрядно кислые. А блюдо должно получиться вкусным, вкусно-сладким, кисло-сладким. Для этого я взял немного сливочного масла, немного меда. И мед с маслом надо перемешать. Показывал уже этот прием неоднократно и научились этому приему в Татарстане. Баулмай, смесь сливочного масла и меда. Удивительно лакомство само по себе. Но как же будет хорошо, если мы смажем айву и яблоки этим самым балмаем изнутри. Так не делают в Азербайджане. Но я предлагаю вам сделать именно так, и долма от этого получится только вкуснее, я вас уверяю. Самый лучший инструмент у любого повара – это чистые руки, особенно пальцы. Чем еще смажешь? Здесь кисточкой не смажешь, вот пальцем, да. Стеночки, эти вот самые тонкие стенки необходимо смазать маслом и медом. Вот теперь подготовленные яблоки и айву надо поставить в духовку на 160-180 градусов. Смотрите сами, какая у вас духовка. Ваша задача не приготовить яблоки полностью, а подогреть их. Может быть, они будут готовы на 50%, скажем так. Абсолютно стандартный фарш для долмы – это лук, мясо. Если речь идет об азербайджанской кухне, то, разумеется, это баранина. Раз баранина, то у баранины есть курдюк. Курдюк мы непременно добавим в фарш, но слишком много его не надо. Нарезаем все одинаково мелким кубиком. Что лук, что курдюк, что мясо. Курдюка я возьму, не знаю, может быть 100 грамм. Этого будет более чем достаточно.
Сковородку я поставил греть на электроплитку, и я нагреваю сковородку под крышкой. Сковородка под крышкой прогревается абсолютно равномерно, а так вот, где нагревательные элементы есть, там и нагреется. Имейте это в виду. Курдюк не будем вытапливать, ну как вытапливают для узбекского плова. Не до золотистых выжарок, нет. Чуть-чуть жир выйдет, и мы начнем закладывать сюда, к этому курдюку добавлять и лук, и мясо. Вот мясо тоже нужно нарезать точно таким же мелким кубиком, как лук и курдюк. Когда хотите нарезать мясо очень мелко, лучше мясо даже подморозить слегка, чтобы оно было твердым. Оно будет легче нарезаться. Как только с курдюка выплавилось достаточное количество жира, опускайте сюда и мясо, и лук. И пускай поджарится. Причем мясо должно поджариться насухо. Когда мы готовим айву, когда мы готовим яблоки, всякая сочность, всякая излишняя водянистость только нам помешает. Поэтому и мясо, и лук мы жарим практически до готовности. И обратили внимание, что я не убрал кусочки курдюка. Пускай остаются в фарше, будет только вкуснее. Пока еще есть сок и соли, есть в чем раствориться, посолите фарш и поперчите его. Надо очень хорошо, прямо вот вкусно обжарить мясо с луком. И теперь его надо приправить. Здесь был соль, перец, а вот это сухая мята. Сухую мяту растерите между двух ладоней и присыпьте. Баранина и мята сочетаются превосходно. Точно так же превосходно, как сочетается айва, яблоки и изюм. Немного мелкого изюма, такой изюм, как обычно используется для плова, я добавляю в фарш. Кисло-сладко, пряно от мяты, посоленное слегка, проперченное. И, конечно же, мед и сливочное масло создадут непередаваемый аккорд. Подготовленные яблоки раскладываем в фарш. Знаете, ваше дело. Здесь довольно много вытопленного жира. Добавлять его или нет, можно в конце концов оставить на сковородке. Меня часто спрашивают о пропорциях, но все видно глазами, да, что фарша, в принципе, можно было бы сделать и побольше. Иногда и я ошибаюсь, когда готовлю на глаз. В фарш можно добавить и орехи, и миндаль. Важно перекрутить через мясорубку курагу, чернослив, размешать их с орехами, получится очень вкусно. Одну айву можно оставить и пустую, но все равно получится очень вкусно. Там же есть масло и мед. Что еще надо для того, чтобы айва стала вкусная? Ну, разве что немного мяса. Ну, ничего. Закрываем и оставляем примерно на 20-25 минут. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая, из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, ну, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитаете книгу, узнаете.
Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. Ну, а тем временем мы готовили чахчак. Чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита. Фрукты можно есть и сырыми, но подпеченными они начинают издавать замечательный аромат. Мясо мы пожарили так, что его тоже можно было взять, да и съесть с хлебом. Ну, а теперь айва вместе с мясом, вместе с гранатом, который выступает в качестве украшения. Осталось только нарезать и показать вам, как оно вышло внутри. Как хотите, можно, конечно, подольше подержать, чтобы айва стала совсем мягкой. Но будет ли от этого она вкуснее? Мне кажется, когда айва оказывает некоторое сопротивление зубам, получается только вкуснее. А вот что касается яблока, теперь вы должны понимать, что яблоки готовятся немного быстрее, чем айва. В любом случае, все, что мне остается сделать, это поднять это блюдо на руки и пожелать вам всем приятного аппетита.